В Болгарии одному мужчине надоел его пес по кличке Дюк, и он решил от него избавиться. Владелец привязал собаку к старому прицепу за его домом на толстую цепь. Чтобы соседи не переживали за животное, мужчина сказал, что пес сильно болен и ему никто уже не поможет. Более того, он сообщил, что животное заразно и может заразить человека. Не выясняя правды, соседи поверили мужчине и закрыли глаза на жестокое обращение с животными. Бедняга провел на привязи целых 10 дней, но никто так и не проявлял к нему сострадания. Дюку было очень тяжело, он не понимал, за что его бросили. К счастью, одинокое животное заметила одна девушка, ей стало очень жаль песика, поэтому она вызвала спасателей из Рудозем-стрит Дог Рескью. Основатель приюта Тони Роулс тут же приехал за собакой. Вокруг Дюка летали мухи, он находился рядом со своими фекалиями, голодный, худой. Это не отпугнуло Тони, он подошел к песику и начал его гладить. Дюк прижался к рукам спасателя и начал их лизать. Тони оцепил животное и повез его к ветеринару. Осмотрев пса, ветеринар сообщил, что никакими страшными болезнями Дюк не болеет. Но у собаки были другие проблемы, были сломаны 2 передние лапы. Вероятно, это сделал бывший хозяин Дюка. Животному требовалась операция по восстановлению лап. Тони сразу дал свое согласие, и Дюка успешно прооперировали. Так как приют Рудозем-стрит Дог Рескью был переполнен, Тони забрал Дюка к себе на передержку. Тони и другие сотрудники приюта искали новых любящих хозяев для милашки Дюка. Женщина, живущая в Англии, увидела Дюка в интернете и поняла, что хочет забрать его к себе. Она вылетела в Болгарию, встретилась с Тони и Дюком. Пса она полюбила с первого взгляда. Женщина взяла на себя некоторую часть расходов за лечение Дюка. Оформила и оплатила все необходимые документы на вылет собаки, и они вместе улетели домой. Теперь Дюк настоящий англичанин. Он счастлив, что его не оставили умирать на цепи у старого прицепа. Новая владелица просто души не чает в своем любимом Дюке и заботится обо всех его потребностях. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!